Алиса, стоп. Я вас приветствую, мои дорогие зрители и читатели. Меня зовут Егор. Я с вами каждую пятницу в 6 часов вечера по Москве отвечаю на ваши вопросы, касающиеся программирования, менеджмента, инвестиций, построения карьеры и, конечно, философии жизни простого программиста, коим я вместе с вами и являюсь. Рад вас всех видеть. Вижу, вопросы уже здесь. Вам не терпится их задать, а мне не терпится на них ответить. Как обычно, вопросов много, поэтому оставляю за собой право некоторые вопросы пропускать без даже информирования авторов о том, что их вопрос пропустили. То ли потому, что вопрос уже обсуждался, смотрите прошлые эфиры, то ли потому, что вопрос для меня слишком сложный, я на него ответить не могу, либо вопрос слишком простой, и ответ на него не поможет большинству наших зрителей. Итак, поехали. Вопрос первый. Как вы тестируете event-driven архитектуру и как выглядит идеальное решение? Так же, как любую другую архитектуру, стараемся разбивать на компоненты и писать под них отдельные тесты. Event-driven архитектура, если я правильно понимаю, о чем идет речь, мало чем отличается от другой, может быть, только в ней больше компонентов, и они еще более развязаны между собой, меньше между ними контактов. И это хорошо, тестировать проще, легче. Мы это обсуждали несколько эфиров назад. Дальше. Объясните, пожалуйста, чем отличается объектно-ориентированное программирование от классического. Отличается наличием объектов, которые внутри себя инкапсулируют данные, ну и, на мой взгляд, и поведение тоже. В классическом программировании и данные, и поведение все находятся в открытом виде. К любым данным может обратиться любое поведение. Любая функция может иметь доступ к любым данным. Можно, конечно, сделать так, чтобы функция работала только с теми данными, которые к ней попали, но так зачастую не происходит с функциями или с процедурами в классическом программировании необъектном. А все-таки там больше неразберихи и путаницы, потому что глобальных данных много, и между ними много связей и зависимостей. Объектное ориентированное программирование попыталось разделить мир программы на отдельно живущие и независимые объекты, внутрь которых никто не может получить доступ. Получится ли у вас разбить вашу программу на такие объекты? Это вопрос второй. У большинства программистов не получается, о чем и речь в Elegant Objects, и книге, и вообще философии, которую уже почти 10 лет пытаемся на рынок программирования принести. Люди знают, что такое ООП, но не знают, как его толком применить. Теорию они понимают, что да, действительно должны быть объекты, в которых внутри инкапсулированы данные, и мы никого не пускаем внутрь, но на практике продолжаем давать доступ к данным всем вокруг. Ну, например, у вас какой бы ни был объектно-ориентированный код, у вас все равно будут статические методы. Посмотрите на ваши программы Java, C-Sharp, C++, какие бы ни были. Есть у вас статические методы? Если они есть, то вы имеете не объектно-ориентированное программирование в его идеальном понимании, а некий симбиоз, некий микс между традиционным программированием, процедурным и объектно-ориентированным. Чтобы этого микса было поменьше, вам нужно прочитать книгу Elegant Objects, которую я написал, считайте, 8 лет назад. Конец рекламы. Дальше вопрос. Что бы вы выбрали? Зарплата 500 тысяч, я так понимаю, рублей в Москве или 8,5 тысяч долларов в стартапе из США, но с релокацией семьи в Грузию /Армению? Это похожие цифры, которые вы называете. Я бы посмотрел на то, чем заниматься нужно будет в стартапе с релокацией и внутри Москвы. Кажется, что вы будете ничем иным, как аутсорсинг ресурсом, который должен будет кодить за еду, сидя в Грузии /Армении. Если это так, то давайте посмотрим, кем вы будете в Москве. Если в Москве вы будете делать интересные проекты, и ваша карьера в итоге имеет шансы на взлет, то выбирайте Москву. Вас почему-то не релоцируют в США, а релоцируют в Грузию /Армению. Какие-то на это есть причины.
если в этом уравнении будет стоять Москва против США, то я однозначно выберу США, хотя для США цифра достаточно невысокая, 8,5 в месяц. Это какой-то должен быть штат очень недорогой. Дальше. Вы говорили, что если будет ноутбук с железом от Huawei и операционкой на базе Linux, вы первый перейдете. Китайцы сделали Harmony OS. Почему не, ну, видимо, вопрос, почему не переходите. В Harmony OS нет Linux. Там нет толком Unix даже. Ну, мой такой первый опыт показывает. Там нет базовых, там, допустим, перла там нет гнушных утилит, там нет файнда, грепа, ну, базовых утилит, которые нужны для работы с командной строкой. А почему их нет? Потому что, чтобы их взять, их нужно взять у GNU. А у GNU лицензия GPL. И на лицензии GPL, как я это понимаю, не получится использовать их в коммерческом ноутбуке. Так же, как Mac не может использовать гнушные утилиты, видимо, по тем же причинам. И приходится через Homebrew устанавливать и Make, и Find, и Grep, и Sed, и все необходимые утилиты. То же самое имеем в Huawei с Harmony OS, та же проблема. Когда ее решат, ну, можно будет обсуждать. Хотелось же именно ноутбук, на котором Ubuntu стоит. Не какой-то микс, не какой-то переклеенный, переименованный, переделанный, как будто бы Unix/Linux, а реальный Ubuntu со всем его пакетом инструментов, на котором можно работать. Дальше вопрос Дмитрий задает. Как можно увернуться от поцелуев в щечку на работе? Я надеюсь, это серьезный вопрос. Постараюсь серьезно ответить. Дальше Дмитрий продолжает. Стараюсь уворачиваться, приступая к работе быстро и просто здороваясь, но иногда меня ловят в коридоре. Проблема в том, что есть трансы. Дмитрий, у вас очень серьезная проблема, серьезный вопрос. Думаю, что вам нужно пройти курс или лучше тренинг по инклюзивному поведению на рабочем месте. Я, кстати, вам расскажу, что вот я преподаю в Иннополисе, в университете, и нас месяц назад приблизительно направили всех преподавателей на курсы, которые мы должны пройти, они бесплатные, курсы по инклюзивному преподаванию или инклюзивному образованию. И на этих курсах нам на полном серьезе рассказывают о том, что мы должны с каждым студентом пытаться выстраивать индивидуальные и подходящие для него отношения. На кого-то, там в методичке сказано, можно надавить, а кому-то, наоборот, излишние требования вредны, и человек замыкается, и учиться ему становится неинтересно, и так далее. Сначала казалось это чем-то смешным для меня. Потом я стал вчитываться в то, что там написано в учебных материалах. Что-то такое в этом нашел для себя. В итоге я дочитал до конца, и, до конца той части, которую нам дали на первой фазе обучения. И буду продолжать обучаться. Так что, Дмитрий, вам нужно что-то такое тоже найти и подумать, может быть, вы недостаточно инклюзивны, недостаточно, можно сказать, толерантны. Дальше. Не кажется ли вам, что страна, где мы живем, повернула на дорожку, где лежат ее грабли из прошлых столетий? Да нет, я не думаю, что страна куда-то повернула. Я не верю в такие макро-концепции, макросущности, как страна, как народ. Я не думаю, что страна куда-то поворачивала. Есть группы людей, которые объединены едиными целями и задачами. Они могут куда-то поворачивать. А так, чтобы страна целиком... Нет, я таких не могу параллелей провести с чем-то, что поворачивает куда-то. Дальше. Как лучше писать код быстро, но некачественно, или писать медленно, но качественно? Слушайте, вот у меня есть доклад на эту тему. Ему лет 6, наверное. Посмотрите на YouTube-канале. Он называется «Качество против скорости» или «Quality versus Quantity». Как-то так. Доклад был, по-моему, на JBreak или на JPoint. В нем я рассказываю именно об этом, говоря или аргументируя в сторону скорости, исключительно скорости для программиста. Программист должен думать только о скорости.
Качество его волновать не должно. Он должен думать о том количестве кода или количестве pull-реквестов, количестве контрибьюшена, который он сделает. Вы спросите меня, а как же качество? О качестве должен заботиться репозиторий, в который программист приносит свой contribution. То есть архитектор или архитекторы или команда проекта должна быть озабочена тем, чтобы защитить себя от интенсивного и некачественного вклада, поступающего со стороны программеров. А программеры должны не напрягаться на этот счет, а думать только о скорости. И вот на этом конфликте конструктивном и появится продуктивность, производительность. Вы, с одной стороны, как кодер, будете пытаться затолкнуть в репозиторий как можно больше, потому что вас премируют или оценивают за количество. А репозиторий будет пытаться не принять от вас вашу продукцию, если она не проходит по стандартам качества. Чем выше стандарты, чем выше ваша скорость, тем лучше для репозитория. Конечно, это должно быть в тандеме. Конечно же, нельзя только разрешить программистам работать на скорость и при этом оставить репозиторий в открытом состоянии и с полным доступом на запись для любого участника проекта. Должен быть конструктивный конфликт между качеством и количеством. Дальше. Что важнее в решении, претендующем на ваш приз? Идеальная частота объектно-ориентированного программирования или его практическая польза и скорость? Видимо, Виктор говорит о KaiCode. Это конкурс, который мы проводим каждый год летом. Конкурс open source проектов. Ссылку на конкурс я внизу видео укажу. В этом конкурсе может победить любой, кто пришлет свой проект на GitHub с открытым кодом, красиво написанный. Не обязательно популярный, не обязательно ценный для чего-либо, не обязательно решающий какую-либо насущную проблему. Это может быть что угодно. Главное, чтобы он был написан качественно и дисциплинированно. Чтобы там были и pull-реквесты, и трекинг багов, и continuous integration, и анализ качества через статический анализ, через юнит-тестирование, через стайл-чекинг и так далее. Посмотрите kaicode.org. Там все эти требования есть. И этим отличается наш конкурс от всех остальных. Мы не обращаем внимания на популярность. Очень много конкурсов проводится разными компаниями, в том числе в России, среди open-source девелоперов. И во всех конкурсах внимание, безусловно, обращается в первую очередь на полезность продукта и, более того, на полезность продукта для компании, которая проводит конкурс. Мы даже внутри Huawei пытались получить, года 4 назад, пытались получить финансовую поддержку от Huawei для нашего конкурса. И первый вопрос, который был нам задан менеджментом Huawei, кому вы выдаете деньги, кого вы премируете? И мы сказали, мы премируем тех, кто качественно программирует. И у нас спросили, а нам-то это зачем? Эти проекты, которые делают люди, они для Huawei полезны? Они нам принесут какую-то выгоду? И нам пришлось юлить, петлять и говорить, что да, мы будем обращать внимание в первую очередь на проекты, которые каким-то образом могут быть полезны для Huawei. Но в итоге это не привело, там пандемия началась и не привело в итоге к спонсорской помощи. Но это лишь показывает, подтверждает мои слова. Компании финансируют, спонсируют те конкурсы, которые как-то приносят выгоду им. Наш конкурс отличается. Мы спонсируем проекты, которые просто качественные. Никакой выгоды в этом нет больше для меня, как спонсора конкурса и других спонсоров, которые к нам тоже присоединяются. Мы просто боремся за качество в нашей индустрии. Это такой чисто филантропический жест. Кстати, если у вас есть какие-то побуждения в эту же сторону, и у вас есть лишние 50-100 тысяч рублей, приходите, напишите, мы у вас возьмем с удовольствием эту сумму и раздадим победителям конкурса. В этом году у нас их было 120 человек, в прошлом году их было более 400. Посмотрим, сколько будет в этом году. Это важно. Резюмируя, я считаю, что важно поощрять тех, кто делает качественно. Должно быть место в интернете, куда может человек с любовью к качеству прийти и получить
заслуженное поощрение. Но не только поощрение, но еще и честный обзор. Мы не просто выявляем победителей, мы даем на топовые проекты ревью, которое помогает девелоперам поменять свой стиль программирования и свои привычки. Дальше. Так, тут какой-то... У меня есть продукт, через который прошло $2 миллиона, пишет нам автор вопроса. Но есть и опыт работы в компании. Я всегда что-то создавал свое, зарабатывал на этом. Мне 24. Это жесткий red flag, если пойду в найм. Это не red flag, это никак, если вы пойдете в найм. Но это может быть для каких-то компаний может быть red флагом, но в общем случае нет. Я бы вам советовал пойти в найм. То, что вы сейчас успешно что-то зарабатываете, и вам 24, я об этом говорил не раз. Это ни о чем еще не говорит. Ваша жизнь длиннее, чем 24 года. Вы только на старте. У вас буквально первые 4-5 лет вашей осознанной жизни. И успех на этом этапе, такой короткий, простой успех, основанный не на вашем образовании, не на ваших объективных навыках, не на том, что вы лучше других по объективным критериям. Вы просто выиграли в лотерею на данном этапе. Вам повезло во многом. У вас есть какое-то нахальство, у вас есть определенная дерзость, у вас есть хитрость, у вас есть везение, у вас есть смелость. Все эти качества у вас присутствуют, и у вас есть молодость. Вы пока еще готовы рисковать. Сложив это все вместе и зайдя в казино под названием бизнес, вы выиграли свои первые 2 миллиона оборотов. Но это не значит, что вы будете продолжать выигрывать. И когда вам будет 34, а потом 44, ваша удача от вас отвернется. А что у вас останется? Навыков базовых, фундаментальных знаний нет, потому что вы не учились и нигде не работали в крупной системе. Образования толком нет, навыки не закреплены. У вас есть только опыт вхождения в казино и выхода оттуда с пачкой денег. Мой совет: не заниматься гэмблингом в раннем возрасте. Вы всегда в этот гэмблинг сможете потом вернуться. Вы сможете в 45, в 50 пойти и заняться бизнесом, тратя свое время на поиск удачи. Когда вам 24, пытайтесь строить себя. Вы главный стартап. Не деньги ваши, не бизнес, который вы строите, а вы. Кто вы такой? Посмотрите на себя в зеркало. Что у вас есть? Вот уберите деньги из картинки и посмотрите, что вы знаете. Кого вы лучше? Вы можете чем-то похвастаться, сказать: я лучше этих людей. Чем? Тем, что я разбираюсь в чем-то лучше. Я могу сделать что-то лучше. У вас должно быть оружие. Вы должны заниматься самоподготовкой, тренировкой в своем раннем возрасте. А в реальную битву вы вступите после 30, уже имея оружие накопленное. А вы сейчас безоружный, просто рванули в бой, и да, вам повезло. В следующем бою вас убьют. И тогда будет разочарование. В 35 вы уже не пойдете учиться. Вы не сядете на школьную скамью. И не возьмет вас никто джуниор-программистом в большую корпорацию. Потому что вы старый. Уже будет странно, что человек 34, а у него за плечами только опыт одного стартапа разорился. Второй стартап разорился. Феррари он себе купил, потом продал. Квартиру он себе купил, потом обменял на другую, потом продал, потом вложил, потом опять потерял. Класс. И вот он к нам пришел. Ему 35. Кодить не умеет толком, в IT разбирается кое-как. Куда его теперь? У него еще комплексы, он же был богатым. Ему стыдно работать кодером на $500 в месяц. Он нам коллектив будет портить, он будет сказки здесь ходить рассказывать о том, что мы тут все не тем занимаемся. А нужно было в казино идти, у меня был Феррари, и фотки будет ходить по офису показывать, какой он был крутой. Его никто не возьмет в таком состоянии, он уже дефективный, он травмированный жизнью. Чтобы не стать таким травмированным, идите по стандартной лестнице вверх. Так, дальше вопрос. Тимур задает. Вопрос звучит так. Ты говорил, это ко мне вопрос, что владелец не должен получать бесконечную прибыль. На каком этапе это должно произойти? Кто выплатит зарплаты, если компания неэффективно понесет финансовые риски и банкротство? Слушайте, а кто сейчас выплачивает зарплаты и кто несет на себе риски? Вот сейчас есть какой-то предприниматель, да? Вы сравниваете предпринимательскую
модель управления обществом, и некий социализм, да, в котором государство финансирует все начинания, и государство получает прибыль, а не эти люди, которые рискуют. Хорошо, а возьмем теперь модель предпринимателей. Да, они рискуют. Чем они рискуют? Ну вот они обанкротились, а людям нужно платить зарплату. Что вы с этого предпринимателя возьмете? Вы кровь из него выпьете и раздадите людям? Или вы его, ну что вы, шашлыки из него сделаете и накормите людей? Нет. У него как, если нет у него ничего на банковском счету, то не будет зарплаты людям. И когда говорят, я несу ответственность, как ты ее лично несешь? Мы тебя что, казним на площади за неуплату долгов? Нет, мы никого не казним. Мы даже никак не наказываем за банкротство. Общество такое современное, капиталистическое, что вполне можно обанкротиться, и за это ничего не будет технически. Ну, ты просто деньги потеряешь, но ты-то остаешься живой. Ты-то никак не наказываешься. В тюрьму ты не идешь по долгам предприятия. Тебе руку не отрубают, как это делалось раньше. То есть нет никакой ответственности сейчас. Зачем тогда сравнивать как будто бы общество с ответственностью и с этими рисками, которые как будто бы на себе несут предприниматели, с обществом, в котором нет никакой ответственности? Вот у меня у знакомого, работает в большой корпорации айтишной, рассказывал буквально сегодня утром. У них был большой департамент, который занимался большими исследованиями, созданием большой языковой модели. Занимался, целый год занимался. Не получилось у них создать эту модель. Департамент пострадал, понес наказание. Да? Ну, много денег потратили, не получилось. Я спрашиваю, какое наказание? В 10 раз уменьшился размер департамента. То есть было там, не знаю, 1000 человек, стало 100 человек. А я спрашиваю, а 900 эти человек, они где? Их уволили, или, может быть, их выпороли, или, может быть, их казнили, может быть, их повесили публично на площади. Да нет, он смеется. Просто в другие департаменты перевели, да и все. Вот вам и вся ответственность. Ни за что не отвечают эти кодеры, айтишники, люди, да в принципе все в обществе. Перевели в другой департамент. То есть они потратили деньги корпорации, они потратили время, они кому-то что-то обещали, писали отчеты, рисовали PowerPoint презентации. В итоге все это накрылось медным тазом. И 9 из 10 просто перевели в другие отделы. Вы думаете, им сократили зарплаты? Нет. По тем же трудовым контрактам, они на тех же зарплатах, с теми же бонусами, при тех же условиях труда. Или, может быть, их в подвал перевели сырой. И там сказали, будете работать теперь целый год, пока не отработаете. Ну нет же. То же самое про ваши финансовые риски. Ну и вернем, если ответить на ваш первый вопрос, кто будет платить, почему, то есть в какой момент нужно прекратить выплачивать прибыль эту бесконечную. Человек должен зарабатывать деньги или получать деньги, пока он трудится. Человек нам, мы ему. Человек трудится, мы ему компенсируем, благодарим его, всячески премируем как можно за каждую его минуту труда или за каждый ту строчку кода, которую он написал, за каждый вклад, который он внес в общество. Перестал он вклад делать. До свидания. Прекращается любое поступление денег в его сторону. Остается какое-то поступление, допустим, социальные выплаты, там, пенсия, какие-то гарантии мы можем предоставить человеку, который много кодил. Ну, например, у вас в команде вы можете сделать такое правило. Вы измеряете производительность каждого человека, и те люди, которые, допустим, в конце месяца вы смотрите, какой у них объем кода они там, или какой объем pull-реквестов от них поступил, и если он падает чем ниже, чем тот уровень, который вы, например, видели от них в последние 6 месяцев, то вы им в качестве благодарности или компенсации добавляете деньги, чтобы вернуть их на тот базовый уровень, который вы ожидаете. Без проблем. Но это компенсационная выплата, которая как бы их корректирует, их доход. Но ни в коем случае это не должно превращаться в базу какую-то, в фиксированный доход, как у нас у всех сейчас. Зарплата идет, солдат спит, ничего не делает, вот как эти 9 из 10 этих кодеров, горе-исследователей. А мы продолжаем их кормить. Так, дальше. Если бы, опять Тимур спрашивает,
Если бы у тебя была своя компания, над которой ты трудился, отдал бы ты ее после того, как она стала успешной? Ну, Тимур, вы пытаетесь вырвать один кейс из общей системы. Если я нахожусь в капиталистическом обществе, то, конечно, я буду пытаться в этом обществе выживать. Если вы мне сейчас скажете, давайте вот сделаем эту операцию, передачу моей прибыльной компании кому-то, а все остальные останутся в формате капитализма, то, конечно, я скажу нет. Тут же речь не об одном мне, не об одном кейсе, а о том, как вся система устроена. Если всю систему переделать, и мне скажут, слушай, построй одну прибыльную компанию, и когда она станет суперприбыльная, мы у тебя ее, ну, как мы поменяем тебя на другого менеджера, а тебе дадим возможность строить новую компанию, и поскольку ты в этой такой успешный был, то мы тебе дадим ресурсов много для построения второй компании. Но это же прекрасно. Зачем мне держаться за ту прошлую и держаться за этот пассивный доход, если все общество так не живет? Мне дают новые ресурсы, новый виток развития, доступ к новым источникам капитала и того, что нужно, станков, не знаю, дата-центров, программистов. Так же должно быть. Эффективные менеджеры должны переходить от одной точки концентрации ресурсов к другой, к более крупной, если они себя показали как эффективные менеджеры. А не ставить своих детей управлять этими ресурсами пожизненно, как сейчас происходит. Он сам был когда-то эффективным менеджером, потом он закончил работать над корпорацией, построил ее и ставит своего сына управлять, который не в зуб ногой, который не в курсе вообще, о чем здесь идет речь. Но он владеет всей корпорацией. А потом внук его владеет, а потом и так далее. И в конце мы имеем просто огромные империи, которые принадлежат семьям, которые совершенно никакого отношения не имели к созданию империй. Это просто случайные люди, ну, так сказать, случайно, ну не то, что случайно, но по законам природы, по законам биологии, оказавшиеся в кресле управляющих. Это просто люди, рожденные от, ну, сами понимаете, как они туда попали. Не потому, что они умные, не потому, что они талантливые менеджеры, просто сперматозоид встретился с яйцеклеткой. И поэтому этот товарищ сидит и управляет империей. Ну, разве это разумно для общества? Разве это лучшее, что может придумать общество? Такую формулу распределения капиталов и ресурсов на Земле. Дальше. Вы говорили, что XML лучше, чем JSON, но и там тратятся огромные ресурсы на парсинг. Наступит ли время, когда мы все же начнем полноценно использовать gRPC? Но вы путаете теплое с круглым, да? XML нужен не для того, чтобы быстро на высокой скорости передавать данные между двумя точками в интернете. XML нужен для многих других задач, где скорость совершенно не важна. Для формализации данных, для их компактного хранения, ну, такого, не то что компактного, а читаемого хранения, для контроля за форматом данных. Когда вам нужно быстро передать 200 байт из точки А в точку Б, ну, конечно, используйте gRPC и что угодно. Но XML не для этого. Так, дальше. Если бы товарищ Брежнев, вручая вам грамоту, потянулся к вам, стали бы вы уворачиваться от поцелуя? Не знаю. Нет, не стал бы. Могу так ответить кратко. Чтобы не врать вам, ну, если это товарищ Брежнев, ну, потерплю один раз. Тем более грамоту дают. А вы бы стали уворачиваться? Такой вы диссидент, да? Вот на камеры все вас снимают, и вы такие, товарищ Брежнев, и пощечину ему, да? Ну, нет. Ни вы так не сделаете, ни я так не сделаю. Дальше. Какое непопулярное или противоречивое утверждение вы придерживаетесь, которое, по вашему мнению, имеет решающее значение для личного успеха? Это хороший вопрос. Дайте подумаю секунду.
Наверное, дайте я подумаю до конца, и вам в конце видео дам ответ, Виктор. Я так не готов навскидку. Как называется шрифт, который я использую в книгах? Это шрифт, который создал Дональд Кнут. Это не мой шрифт, это один из самых старых шрифтов, мне кажется, на планете. Ну, не на планете, шучу, но это называется он CM фонд, называется компьютер модерн или модерн, компьютер модерн. Он создан был вместе с Латехом. Я его взял как самый очевидный выбор для такого контента. Так, дальше вопрос про тесты. На одной из статей в Хабре увидел такую фразу: интеграционными тестами должна быть покрыта малая часть проекта, а большая часть юнит-тестами. Так ли интеграционные тесты плохи? Что с ними не так? Нет, это странное утверждение. Я не очень понимаю, какой здесь смысл вкладывается в слово «покрытое». Если вы пишете интеграционный тест, то его запуск приведет к широкому покрытию. Ведь он же вызовет многие части внутри кодовой базы. И ожидать, что покрытие будет малое, то это какой-то не интеграционный тест, а юнит-тест. Потому что он точечно тестирует. Так что здесь, видимо, с терминологией какая-то ошибка. Нет, интеграционные тесты ничем не плохи. Они должны быть вместе с юнит-тестами. У них просто две разные цели. Интеграционные тесты мы пишем для того, чтобы не пропустить в продакшн проблему. Это их главная задача, и можно их назвать смоук-тестами. Они проверяют, что нигде дым не идет. То есть у вас есть автомобиль, вы его готовы выкатывать на трассу, и вы должны проверить, не дымит ли нигде. Вы его заводите и смотрите, дым идет, не идет, смоук-тест. Дыма нет, ну окей, поехали. То есть такой тест, который проверяет все в целом. Мы даже не будем смотреть, откуда дым. Мы просто, если увидим дым, мы остановимся и скажем, автомобиль не готов. И дальше мы начнем запускать юнит-тесты. Мы начнем открывать отдельные блоки и с каждым блоком работать точечно, проверяя, живой ли он или почему здесь может идти дым. Ну как без юнит-теста вы попадете в продакшн? А юнит-тесты нужны для помощи кодерам, потому что когда дым пошел, то вам программист должен будет определить, откуда пошел дым, как он это сделает. Он будет запускать фрагментарно, он будет доставать коробку передач, подключать к ней какие-то там провода или свои инструменты и пытаться ее покрутить. И смотреть, где щелкает, где не щелкает. Без таких юнит-тестов программисту будет крайне сложно. Ему придется каждый раз запускать целиком машину, видеть дым, то есть весь софт запускать, и дальше пытаться понять, окей, в каком месте, почему, что сбоит. Это трудоемкая будет работа. Лучше микротесты написать, которые помогут быстро выявить источник возгорания. Дальше. Какие метрики могут использоваться для оценки аналитиков, эксплуатации и так далее? Все, что вокруг разработчиков. Это зависит от вашего конкретного кейса. Вы можете, например, использовать метрику для тех, кто занимается эксплуатацией. Ну, например, количество проблем в продакшн-платформе в месяц. Чем больше у нас было ситуаций недоставки пинга или availability падал, то тем меньше человек получает денег. Чем выше availability, которую можно посчитать несложным скриптом на протяжении нескольких месяцев, тем выше у него зарплата в месяц. Но вы должны выдумать эти метрики. Это задача менеджера. В этом и заключается работа менеджера. Не ходить по офису и разговаривать с людьми, руки им пожимать, и на тимбилдинг вызывать, и на митинги их собирать, созывать, и там с важным видом во главе стола сидеть рассказывать о стратегии компании. Это бестолковая обезьянья работа. Занимаются этим бестолковые менеджеры. А грамотные менеджеры сидят и думают, как измерить производительность труда, какую метрику еще изобрести и как ее роботом посчитать, скриптом, роботом, чем угодно, чтобы она максимально близка была к объективности. И никогда она не будет близка. Всегда будут какие-то замечания, всегда все метрики будут попадать под абьюз. Люди будут пытаться их накрутить. Всегда это будет.
А вы, как менеджер, должны изучать вашу команду и строить новые метрики. Не нужно с ней даже разговаривать, с вашей командой. Не нужно ее собирать на митинги. Не нужно тратить на это время. Вас только за это не уважать будут. Вас презирать будут за то, что вы отвлекаете от работы команду на свои дурацкие митинги, которые никому не интересны, кроме вас. Вы только их проводите, потому что вам заняться нечем. Менеджеры делают митинги, потому что им просто нечем заняться. Они не знают, что еще сделать, как еще свое время потратить, понимая свою бесполезность. Вот он и начинает. Давай настроим еще какие-то планы. Давай соберем эти все задачки вместе. Давай перепланируем. А давай еще поговорим с людьми. Нужно, чтобы люди рассказали, как же у них идут дела. Это очень важно. Контакт с командой, синергия и все остальное. И дальше весь agile по алфавиту. Ну и команда презирает этих менеджеров. Ну, может быть, не открыто, но в глубине души все нормальные девелоперы смеются над менеджерами и терпят их. В лучшем случае терпят. А в худшем могут откровенно и открыто сказать прямо в глаза, что достал ты со своими митингами. Зачем ты нас туда собираешь? Тебе делать нечего. Дай нам работать спокойно. Чтобы этого не было, вы должны заниматься своим делом. А ваше дело – это оценка продуктивности. Все. Вы должны заниматься только этим, думать о том, как еще измерить, что происходит. И выкатить ваши измерения девелоперам, показать им. Я думаю, что Вася в этом месяце на 3.8 наработал, а Петя на 4.6. Поэтому Пете мы дадим на $500 больше. Вот что вы должны делать. И если вы это делаете профессионально и качественно, и если ваша оценка совпадет с реальным положением вещей, вас будут супер уважать за это. Вы будете незаменимы, вы будете очень нужны, с вами будут хотеть работать, в вашу команду будут идти, потому что они будут знать, что вы умеете объективно оценивать их труд. Как хороший командир в армии, он должен не воодушевлять солдат своих, а он должен знать, кто из них чего стоит, и он должен каждому из них сказать правду о том, что с ним не так, что нужно исправить, и наоборот, что с ним так, где он молодец. И с таким командиром идти в бой, конечно, не страшно, потому что понятно, что он на тебя повернут, понятно, что он смотрит тебе в душу и оценивает тебя, и хочет, чтобы ты стал лучше, и знает, что в тебе не так. Вот вы должны быть таким менеджером. Ищите. Я не дам вам ответ на вопрос, который вы задаете напрямую. Хотя у меня есть на блоге статья, посмотрите по слову measuring. Она, по-моему, называется to measure or not to measure. Измерять или не измерять. И там я предлагаю некоторые ответы на ваши вопросы, что можно было бы измерять. Почитайте. Но в каждой команде это своя история. Хотя, конечно, Xerocracy, например, предлагает некую базу для измерения. Некие базовые метрики, которые в любой команде должны быть, если там есть кодеры. Можете просто к ней подключиться, к нашей платформе и получить все из коробки. Так, тут про исследования спрашивают. В одном из постов в Телеграме, у меня есть Телеграм-канал, подписывайтесь. Так вот, в одном из постов в Телеграм-канале я предложил исследование по длине строк Java кода и сказал, что оно обладает новизной. Могу ли я подробнее описать цель исследования и его потенциальный ход? Ну, ход исследования у меня есть на блоге статья, которая называется Research Flow. Посмотрите ее. Там я рассказываю о том, как исследование должно двигаться пошагово от начала до конца. А по поводу его целесообразности, кажется, что чем уже код, или даже не чем уже, а если код ваш помещается, скажем, 80 или пускай 100 символов по ширине, то это как будто бы признак качества кода. Но это как будто бы. Я знаю много людей, которые не согласятся с этим, которые скажут, да это ерунда, потому что очень часто нужно в строчку написать в длинную, и так удобнее, так понятнее, чем разбивать все на более короткие строки, и код будет становиться менее читабельным. Хорошо бы было доказать, кто прав, показать на эксперименте, взять 1000 Java проектов или другой какой-нибудь язык, и там измерить длину строки, среднюю длину строки или там какие-то другие статистические показатели и сравнить с популярностью, например, с популярностью репозитория на GitHub. Это такое сравнение весьма притянутое за уши, потому что где популярность, а где качество кода. Но попытайтесь сравнить с качеством кода. Может быть, вы по количеству багов, которые там найдены, может быть, по его количеству форков, по количеству pull-реквестов. Это определенный сигнал
о том, проект качественный или нет. Если много в нем контрибьюторов и много форков и pull-реквестов, значит проектом интересуются. Сравните разные цифры между собой. В итоге у вас некий будет вывод. И этот вывод можно будет положить на стол тем людям, которые считают, что им не нужно лимитировать себя по длине строки. Так, хочу написать книгу о объектно-ориентированном программировании. Вопрос: писать на русском или английском? Ну, я бы рекомендовал все технические книги писать, конечно, на английском. Потому что русский язык, он больше для романов, для поэзии. Ну, технический язык английский. И давно это стало стандартом в индустрии. Странно читать книгу на русском языке о программировании. Я не очень даже представляю, как это. Нужно термины другие изучать, нужно какие-то другие форматы построения фраз изучать, нужно еще, наверное, и комментарии на русском там писать, или как это будет выглядеть. Я стараюсь в такие книги даже не подходить к ним. Так, какие выводы можно сделать по кейсу Долиной? Ну, какие? Стыд и срам. Какие выводы? Плохо то, что происходит с правосудием. Плохо и, конечно, странно и плохо. Вот так, что я могу сказать. И, наверное, это происходит не в одном кейсе. Это, видимо, имеет массовый характер. Но мы-то знаем один кейс, что так вот случилось. А, конечно, это повсеместно. Вот интересно, смотрите, мы прошли 40 минут эфира, и вопросы, на которые я отвечаю, были заданы до его начала. То есть мы пока еще отвечаем на те вопросы, которые попали в список до того, как мы включили камеру. Это вам на будущее, кто хочет попасть с вопросом, то, наверное, вы должны это сделать еще до того, как. Ну, чего тут по Долиной комментировать? Ну, смешно немножко, конечно, что так все случилось и так это выглядит. Много мемов на эту тему я пересмотрел. Ну, где суд, там и неправда, как у Толстого. Так в любом мире, обществе, в любом, где есть система судебная, которая опирается на судей, на суд, он, безусловно, будет... Возьмите Шарапова и Жеглова, их спор в автобусе о том, как правильно судить, как правильно решать, кто прав. Подбрасывать кошелек преступнику, ну, кто смотрел «Место встречи изменить нельзя», либо не подбрасывать. Там история была для молодежи, которая не в курсе. История была простая. Нужно было поймать воришку, Кирпич у него кличка была. И он нужен был следователям, чтобы его взять с поличным и допросить, чтобы получить от него информацию по дальнейшему делу. Но его поймали в автобусе в тот момент, когда он украл кошелек. И поймали двое оперативных работников, Жеглов и Шарапов. И кошелек он выбросил. Его схватили за руку, но в руке уже кошелька не было. Кошелек упал на пол. И они подняли кошелек и говорят: ты украл. А он говорит: я не воровал. Я его первый раз вижу, этот кошелек. Я не брал его из сумочки. И тогда Жеглов подбросил ему в карман кошелек, пока вел в отделение милиции. И в отделении милиции при понятых сделали обыск, открыли его карман, а там кошелек. Ну и тут уже не отвертишься, кошелек действительно гражданки, значит, пора ехать в тюрьму. А Шарапов удивился такому поведению. Говорит: же как же так? Жеглову потом предъявил через время. Ты чего делаешь? Ты ж чем отличаешься от преступника? Ты и он ворует, и ты тоже, в общем-то, действуешь не по чести, да, не по совести. Кошелек-то он уронил, ты чего его подбрасываешь? А тот ему говорит: да какая разница, уронил он кошелек или не уронил он кошелек. Он вор, мы знаем это, и ты это знаешь, и я это знаю, и он это знает. Да все это знают. Его место в тюрьме. Какая разница, как мы его туда посадим? То ли законными методами, то ли незаконными. А Шарапов ему говорит: слушай, ну если так будет, то мы тогда с тобой во что превратимся? Мы тогда будем сажать тех, кто нам не нравится. Не тех, кто там объективно, по неким законам является преступником, по правилам, по формуле. Вот подставляем этого кирпича в формулу, и формула нам выдает преступник. А другого подставляем. Формула говорит: не преступник. Так же должно быть, говорит ему Шарапов. А Жеглов говорит: ну и куда приведет твоя формула? Зачем нам такое общество, которое живет по формуле?
Давайте лучше судить по совести. Давайте просто смотреть, кто перед нами. И вот мы, люди, будем судить. Без всяких формул. Мы видим, кто перед нами. Мы знаем, что это вор, обычный кирпич. Это место ему в тюрьме. Зачем все эти формальности? Вот так же с этой Долиной. Вернемся к ее кейсу. Формально можно подложить, да, и сказать, что там она по каким-то формальным признакам может суд сказать. Да суд может что угодно сказать. В любом варианте можно, ну, сами понимаете, можно так разложить улики и так выстроить, что Долина будет как виновна, так и невиновна. Но нам-то, людям, чего? Мы-то чего хотим? В каком мы хотим жить обществе? Которое по Шарапову или по Жиглову? Это вот к вам вопрос. Вы как для себя хотите? Чтобы решения принимались по формуле, или чтобы решение принимал конкретный Жиглов, который знает, кто перед ним, и который готов просто лично взять и посадить в тюрьму. Даже, может быть, он ошибется иногда. Может быть, он не того посадит. Но никаких формул не будет. Ну или они будут в куда меньшем объеме. Это вам на подумать. Я не знаю, как правильно. Я не уверен, что я либо за тот, либо за другой формат. Но эти обе позиции имеют такую... провоцируют на подумать. В этом фильме это важный эпизод, который, один из таких философских поворотных моментов, где нужно для себя попытаться тоже сделать вывод. Вот что бы вы сделали с этим самым кирпичом, которого вы имеете как преступника, но не имеете формально как преступника. Формально вы должны его выпустить, еще и извиниться перед ним. И сказать: да, прости, родной, действительно, мы не можем доказать, что ты кошелек украл. И он вам посмеется в лицо, выйдет из милиции и пойдет заниматься тем же. Потому что поймет, что вы абсолютно бессильны перед ним. Потому что он, используя слабость закона, используя его такой формализм, спокойно себе продолжает воровать чужие деньги и на этом и существовать. Так, идем дальше. Сори, вопросов много. Видимо, я как-то медленно отвечаю. Звук, говорите, погромче сделать. Поздно вы написали, конечно. 1, 2, 3. Вот так лучше, наверное, да? Сори, ребята. Надо было сразу мне сказать. 1, 2. Так, я ищу вопрос следующий. Так, вопрос такой. Слышал, что правительство США начинает скупать акции крупных компаний, идя по пути Китая, централизируя власть в государственных руках. А как же принцип свободной конкуренции? Да, я не знаю. Вы эту свободную конкуренцию видите только в масштабах пивных ларьков. Вот там свободная конкуренция, и то. Но на крупных корпорациях какая там свободная конкуренция? Ее нет и не было. И, она нелогична просто. Она не помогает росту бизнеса. Она не помогает усилению общества. Вот такая вот свободная, как в вашем понимании, прям свобода. Она ни в жизни не помогает, ни в бизнесе. Свобода, она подходит 1% людей. Вот есть 1% людей на планете, или даже на планете, наверное, 0,1%, которые действительно умеют пользоваться свободой, которые действительно, дав им свободу, вы получите общество по-прежнему нормальных людей, по-прежнему цивилизованных людей. Остальные 99,9% людей при получении свободы превратят мир в хаос. Фильм «Убить дракона», он же вам это ярко показывает. Что происходит с человеком или с людьми массово, как только звучит крик «свобода, свобода», мы все превращаемся в черт знает что. Не умеем мы, как все целиком, я не имею в виду вот вас лично и меня, но мы, как социум, мы не хотим свободы, мы не умеем ею пользоваться. Она нам вредит. Зачем она? Она только разрушает. Она превратит жизнь... Жить будет плохо. Меньше еды будет, меньше будет комфорта, будет грязь на улицах, будет убийство, будет воровство. Все это всплывет очень быстро наверх. Все то, что в нас внутри спрятано, в нас, людях. И это то же самое к конкуренции. Дай свободную конкуренцию. Начнется Чикаго начала прошлого века. Будут стрелять в людей при свободной конкуренции. А почему бы нет? Если она уж свободная, если можно, так сказать, бороться, и главное для нас это доллар на выходе, и я должен побеждать конкурентов, так давайте использовать все методы победы. И полицию туда тоже включать, она будет с нами вместе помогать нам.
Поэтому, чтобы не было этого, создаются контрольные структуры, которые делают вид, что конкуренция свободная, но контроль осуществляется из одной точки. А вам кажется, да, это свобода, вот тут одна компания конкурирует с другой. Замечательно. Все по правилам свободного рынка. Так, привет нам из Софии передают. И вам привет. Дальше. Расскажи свою точку зрения о необходимости написания документации к проекту. Моя точка зрения, что это бесполезный мартышкин труд. Не занимайтесь ерундой. Документация – это все из прошлого, не нужно. Ну, это ушло в прошлое, и если только это не какой-то госконтракт, где вам платят за то, что вы напишете документацию, то для реальной работы кодера и аналитика, и девопса, и кого угодно. Документация в том виде, как она, вот документация, типа там вики-странички, Confluence Pages или Word документы – это рудименты, пережитки прошлого. Используйте readme файл. Один простой файл, и в нем все описание. Так. Существует ли блюдо или отдельный ингредиент, который вы максимально обожаете? И есть ли то, что вы не ели бы никогда? То, что я максимально обожаю. Яблоки обожаю. Вот из всех продуктов я бы выбрал яблоки. То, чтобы я не ел никогда, мне устрицы не нравятся категорически. Я пробовал пару раз, и для меня это... Вот у вас тоже устрицы, вот для меня это тоже... Хотя кисель без проблем. Так, как объяснить человеку, зачем коммитить в open source или развивать свои проекты, и что ему это даст? У меня есть статья на блоге, которая так и называется «Зачем коммитить в open source?». Прочитайте, там ряд доводов, которые вы сможете использовать. Так, какие основные цели ставите по развитию EOLang? И в целом, если бы смог выделить 3 главных достижения, что бы я выбрал? Мы по-прежнему ставим себе целью сделать язык, который формально строгий. То есть язык, в котором все формализовано. И при этом на нем можно писать такие же программы, как на Java. Мы пока не добрались до этой точки, но мы все ближе и ближе. Мы приближаемся, и уже так нам кажется, что подошли. Если дальше пойти, и вы говорите 3 достоинства, то у нас есть 2 главных достоинства. Это простота и строгость. Мы на этом стоим. Язык, с одной стороны, очень простой, в нем, например, нет ключевых слов вообще. Если в Java их больше 200 или под 200, то у нас в языке 0 ключевых слов. У нас нет классов, у нас нет типов, у нас нет методов, у нас нет переменных, у нас нет даже стейтментов у нас нет. У нас нельзя написать x равно единичке. То есть у нас практически ничего нет. Это все к простоте. Он простой с одной стороны. А с другой стороны очень строгий. То есть все то, что вы пишете на EOLang, все конвертируется в формулу. Любая программа на EOLang может быть представлена в виде формулы нашего исчисления. Оно достаточно несложное. И эта строгость должна позволять нам, это наше предположение, пока как гипотеза, должна нам позволять делать такие манипуляции с программой, которые могут, наверное, привести, например, к ее более оптимальному выполнению. То есть, написав программу на Java, объектно-ориентированную, и написав программу на EOLang, тоже объектно-ориентированную, в той же концепции, с той же архитектурой, в том же дизайне, вы получите скорость выше на EOLang, чем на Java. Вы мне скажете, Java супер быстрый язык, да? Она такой же по скорости сейчас, как C++, а то и иногда и быстрее. Да, на процедурном программировании. Как только вы начнете писать на Java в объектно-ориентированном стиле или на C++, вы получите огромный оверхед. То есть ваша программа будет работать медленно, чем больше объектов вы используете. У нас есть для этого экспериментальный тест или бенчмарк, где называется проект Fibonacci. У меня в GitHub репозитории проект Fibonacci. Посмотрите, там сравнивается полдюжины языков программирования, а то и больше. И на всех на них написана одна и та же программа. Расчет числа Fibonacci рекурсивно. Но с использованием объектов. То есть мы пишем не в процедурном стиле, не в функциональном, а у нас все объект. Цифра – это объект. Оператор плюс – это объект.
Оператор минус – это объект. То есть такой утрированно объектно-ориентированный подход. Конечно, никто не пишет Фибоначчи так, вы мне скажете. Но это глупо, если у вас оператор плюс – это тоже объект. Да, никто не пишет. Но мы не хотим делать большой бенчмарк, где будет просто много объектов, и бенчмарк будет сложный. Это будет какая-нибудь программа, которая что-то сложное делает. Ее будет трудно проанализировать, она слишком большая. Поэтому мы взяли малую программу, супер малую, она занимает 10 строк кода, но сделали ее в интенсивно объектно-ориентированном стиле, чтобы утрировать ситуацию. И дальше запустили на Java такую программу, на C++, на Python, на JavaScript, на разных языках. И видим разную скорость. Оказывается, что C++ один из самых медленных языков в этой области. Java куда быстрее. Так вот, EOLang, наша гипотеза, будет куда быстрее, чем Java. И тогда это будет интересно, да? Можно будет подумать, окей, если это так, то давайте писать программы на EOLang, поскольку он объектно-ориентированный и при этом еще и быстрый. Чтобы достичь этого, наша гипотеза опирается на два критерия, на два качества, которые я упомянул. Простота и строгость. Вот такая у нас стратегия. Если вам интересно, подключитесь к нашей группе в Телеграме, которая, на нее я ссылку тоже дам внизу, и мы там все это обсуждаем. Так, как разбираться в новом проекте, как к нему подходить, если нет документации, как не делать велосипеды, а находить решения в написанном коде. Посмотрите мою статью на блоге, которая называется «Это не школа», «It's not a school». Вы не должны ни в чем разбираться. Вы не должны, попадая в проект, пытаться там чему-то научиться. Задачи такой не стоит, и проект вас учить не должен. Это глубокое заблуждение в индустрии, что программист, попадая в проект, должен в него долго и серьезно и фундаментально вливаться. Это такой онбординг называется, такой трехмесячный процесс, когда мы много разговариваем с разработчиком, рассказываем ему о том, как проект устроен. Он долго соображает, вникает, нейронные связи формирует в голове у себя о том, что у нас здесь происходит, а потом увольняется. И мы берем нового, и с новым та же история. Это тотальный и совершенно наглый способ потратить бюджет проекта на ветер. Это кого-то обучать чему-то. Никогда этого делать не нужно, и вы этого не делаете, когда приходите в проект. Проект не должен вас обучать, и вы не должны обучаться. Если вам что-то непонятно в проекте, наверняка те, кто меня слушает не первый раз, понимают, что я скажу. Если вы попадаете в репозиторий, и вам там что-то непонятно, вы не можете разобраться в чем-то, больше 2 часов не тратьте на это. Создавайте сразу же репорт об этом. Пишите команде проекта. Тикет номер 128. И там описывайте вашу проблему. И пишите документация вашего проекта. Или форматирование вашего кода. Или док-блоки, которые внутри программы присутствуют. Они низкого качества. Пожалуйста, исправьте. И дальше команда проекта исправит то, что вы сказали. И вы снова сможете посмотреть на проект. Пока вы изучаете проект, за вами должен тянуться шлейф из баг-репортов. Вы должны каждый день 5-6 баг-репортов оставлять после себя. В этом суть вашего обучения. И за эти баг-репорты вам должны платить. Если это правильный сетап работы, то вам должны платить не зарплату за то время, пока вы разбираетесь, а потом уволитесь, а вам должны платить за эти репорты, которые вы оставляете после себя. И тогда, если вы уволитесь через 3 месяца, вы все эти 3 месяца помогали нам сделать проект лучше, нашу кодовую базу. Потому что мы слушали ваши претензии и исправляли. В этом ваш contribution. А в вашем образовании, обучении, исследовании нашей кодовой базы мы видим исключительно потерю денег. Потому что нам вас обучать вообще не интересно. Потому что, еще раз сказал, вы в итоге просто уйдете. Вы такой же сменный ресурс, как и все программисты у нас в проекте. Вы как канцтовары, вы должны это понимать. Сегодня мы вас наняли, завтра мы вас уволили. Мы заботимся только о кодовой базе. И вы должны также мыслить, как девелопер. Вы должны понимать, что вы здесь расходный материал. И поэтому каждый час, каждый день вашей работы здесь должен приносить какую-то пользу кодовой базе. Не менеджменту, я сейчас не об этом, а кодовой базе. Вы должны что-то в ней оставлять. И тогда ваше существование на этом интервале времени в проекте является осмысленным и обоснованным и полезным для кодовой базы.
надеюсь, я вам... Ну, еще раз, почитайте статью, на блоге у меня это подробнее рассказано. Дальше. Опять кому-то 24. Вы сторонник минимума менеджеров, пишет нам Виктор. Мне кажется, Виктор уже не первый вопрос задает. Если менеджеры не должны управлять людьми, то какова их естественная функция? Ну, я вам выше рассказал, да, чем должен заниматься менеджер. Работаю дата-инженером, мне 24. Есть ли будущее в этой профессии? Да, есть. Дальше. Как вы относитесь к ретроспективам в крупных компаниях, где на онлайн-доске просят прикрепить картинку по настроению или название песни, а потом каждый должен пояснить, почему он это прикрепил? Ну, у нас в детском саду что-то было такое подобное. Мы рисовали, каждый, значит, вырезал из бумаги кружочки разного цвета и наклеивал на картонную досточку. Если вы имеете что-то подобное в вашей компании, такую ретроспективу, ну, вы должны понимать, как к вам относятся, да? Вы должны понимать, кем вы являетесь для менеджмента. Что вы просто имбецилы в их глазах. Вот люди с отклонениями в умственном развитии. Вот так они вас видят. Вы для них больные. Тяжело больные, с каким-то олигофреническим каким-то синдромом. Ничего смешного здесь нет. Есть действительно люди больные этим. Но вот такой менеджмент, так управлять людьми, это, конечно, стыд и срам. Ну, я не знаю, если бы со мной такое случилось, и мною так бы стали управлять, но, наверное, это очень много денег нужно платить, чтобы я наклеивал картинки и названия песен на доску, и это бы происходило каждую неделю, вы говорите. Ну, я даже не знаю, как на это реагировать. Так, дальше. Вы большой любитель фильмов братьев Коэн, да, действительно. Но в этих фильмах всегда остается ощущение непонимания. Все время открытые финалы, непонятная мотивация. Как это воспринимаете? Неправда, у меня все понятно, все я до конца понимаю. Я смотрю эти фильмы просто раз 10, минимум. Минимум. Я даже не знаю, 10 это мало. Я некоторые фильмы смотрел, ну, не знаю, раз 50, наверное. Есть фильмы Коэнов, которые... Они у них все фильмы про Моронов, да, по-английски это такое слово. Наверное, самый пиковый фильм это Burn After Reading, после прочтения сжечь, где каждый персонаж по-своему такой, человек, именно Морон, это английское слово, я не знаю, какой русский правильный эквивалент привести. Каждый из них по-своему, все персонажи абсолютно в эту категорию попадают. И даже там главный персонаж этого Малковича, он об этом и говорит в конце фильма, что вы все в этой лиге находитесь. И он сам там же, в этой же лиге. И каждый раз, просматривая фильм заново, много раз, начинаешь смаковать это ощущение, что каждый из нас в какой-то своей лиге этих Моронов находится. И становится и грустно, и смешно. Так, дальше вопрос. На работе, в офисе, спрашивает Владимир, вы такой же в общении? Спрашиваю потому, что будто в корпорации сложнее быть таким. Да я везде примерно одинаковый. Просто в корпорации это опасно. Я это понял после нескольких лет работы в корпорации большой, где я работаю. Я понял, что там ценность личности, ее яркость или ее особенности, ее выпуклость, что ли, ее необычность, это преграда на пути к карьерному росту. Никому это не интересно, и вы просто пугаете людей, вас окружающих. Если вы говорите что-то смело, вы имеете мнение, вы готовы за это мнение бороться, вы готовы где-то и голос повысить, чтобы доказать свою точку зрения. Это все только просто пугает, потому что офис наполнен офисным планктоном. И большинство людей в офисе, это опять отсылка к моему блогу, это так называемые красные сотрудники. Бывают красные, бывают черные. У меня есть на блоге статья, называется «Красные и черные». Почитайте. Я там противопоставляю два типа офисных работников. Красные – это те, которые
получают удовольствие или, по крайней мере, не раздражаются и не напрягаются от того, что их заставляют вот эти песенки петь, как вы рассказали, и цветные картинки вешать на стену. Им кажется, что так и должно быть. Это система, это вот те рамки, в которых мы живем. И они подыгрывают и стараются сделать это максимально эффективно. Они ходят на все митинги, они участвуют, они слушают своего менеджера, они записывают, что сказал менеджер, они узнают, кто с кем, над кем, кто кем управляет, какие у нас организационные изменения будут завтра, какой департамент куда переведут. Вся эта жизнь их очень увлекает. Они вот как актив в зонах, они сопереживают охранникам, они вместе с охранниками, они им подыгрывают и готовы им помогать. А есть другая категория, такие черные, что ли, сотрудники. Это те, которые хотят заниматься программированием, хотят заниматься техническими проблемами, хотят решать их, хотят, чтобы то, что они делают, попало в итоге к заказчику, и заказчик был доволен. Они хотят помочь рынку, помочь потребителю. И их меньше обычно, их 20%, а 80% это вот этих вот, ну, может быть, красных я бы не так распределил. Я бы сказал, что красных, таких настоящих красных, их 20%, 20% черных, а все остальное это планктон, который ему все равно, на все наплевать, он ходит молча и отрабатывает и идет домой. Так вот, эти красные, они вас будут бояться, если вы будете черным и при этом иметь свое мнение. Они вас будут выталкивать из иерархии и сторониться. Вы в итоге проиграете. Так что лучше в корпорации вести себя как, если вы не хотите быть красным, потому что это, ну, кому-то это не по душе, мне, например, то лучше вести себя как вот этот планктон посредине. Делать вид, что вы нейтральный человек, вы бессистемный, не в системе, вы безопасный, вы не создаете угрозу для них, не представляете никакую. Потому что человек со своим мнением, он представляет... У меня был такой случай в моей компании, где я сейчас работаю. Это было в самом начале, это было лет 5 или 6 назад. Ну, уже давно эти времена прошли, эти люди уже уволились. Но помню такой случай интересный. Я пришел на митинг, на котором, ну, было там, не знаю, 10 человек. И мы обсуждали какой-то вопрос, который был важен для компании, нужно было... Но митинг организовал один человек до меня. То есть он был автором митинга. И он его организовал для того, чтобы решить, там, как мы будем действовать дальше. И, так сказать, сорганизовать управленческий персонал в нужном ему направлении. И меня тоже позвал. Я пришел, я слушал весь митинг внимательно. И в конце решил свои 5 копеек вставить. И сказал, что я вот согласен, правильно, давайте еще вот это сделаем, еще вот это сделаем. И вот это. Вот предложил такие дополнительные конструктивные изменения к тому предложению, которое этот, назовем его там Петя, который Петя уже имел и на слайдах на своих показал. Меня все послушали, сказали, очень интересная мысль. И Петя сказал, супер интересная мысль. Дальше вы понимаете, что было. На следующий митинг меня уже не позвали. Меня исключили из этого коллектива и сказали, ну, все там, по каким-то причинам, в общем, до свидания. Ты больше в этом комитете не участвуешь. Какие выводы мы можем сделать? Петя понял, что я для него представляю угрозу. Какое-то мнение у меня. Какие-то у меня соображения свои. Зачем? У него есть своя линия. Он по ней идет. Он нарисовал свои слайды. Хорошие, плохие, но свои. И тут появляется какой-то, ну, потенциальный соперник. Сегодня он, может быть, не соперник, сегодня он поддакивает. Но завтра, кто знает, чем это закончится. Если у него есть мнение, и он не боится его высказывать. Вывод какой? Позвали вас на митинг, сидите молча, помалкивайте. Спросили что-то, скажите да, согласен, да, согласен. Все. Тогда вас позовут на новый митинг. Вы будете снова в коллективе, вы снова будете вместе со всеми. Ну, это было давно, я понял, что так работает, и стараюсь больше харизмой не трясти там, где это не нужно. Так, перед вами можно, вы мне ничего не сделаете. Надеюсь. Так, последний вопрос выбираем и на этом заканчиваем. Я выберу самый смешной. У нас еще был вопрос сверху насчет моих какого-то принципа, да, который у меня есть и который противоречит всем остальным общепринятым. Я не готов что-то такое сформулировать. Может быть, у меня и нет такого принципа, который прямо противоречит. Я стараюсь все-таки иметь что-то принципы такие, которые, ну, больше совпадают, что ли, с умными людьми вокруг. Поэтому выберу другой вопрос.
Такие хорошие у вас вопросы, но времени у нас не хватает. Вот, прекрасный вопрос. Расскажите про свою кепку. Расскажите про свою кепку. Это все, что я успею ответить. Рассказываю вам. Был я в Китае в командировке. Захожу в магазин, который называется Urban Reviva. Есть такой бренд китайский, очень популярный. И в нем неплохая одежда и очень недорогая. Это типа, футболка у них стоит на наши деньги, типа 800 рублей, 700 рублей. Вот такие цены. Я там что-то покупал даже себе, когда был в Китае, потому что они модные вещи и очень недорогие. Можно купить 3 футболки и через 2 месяца, через месяц их выбросить и купить новые. Как Zara, тот же концепт. Или H&M, или Zara, или кто там еще у нас был? Uniqlo. И там лежит много-много кепок, и на всех кепках написаны эти цифры, которые вы видите сейчас на экране. Но я не мог пройти мимо, я купил. Вот такая история моей кепки. И мне кажется, она подходит. Да? Все, дорогие мои слушатели, вам спасибо большое. Мы постарались в час уложиться, но у нас, как обычно, не получилось. Я еще раз извиняюсь за звук. Я не знаю, почему этот MacBook сбрасывает каждый раз настройки звука. Я буду внимательно следить. Пожалуйста, пишите мне на старте звук, и я буду контролировать. Приходите в следующую пятницу, эфир будет. Всех вас жду. Большое спасибо. Пока.